Всем привет! Приветствую вас на канале Soft Decor. Сегодня свяжем сумочку из джута халва, размер S, это 1,5 мм. Вот сейчас вам поближе покажу. Такой джут можно приобрести разных размеров на сайте пряжа Центр по моему промокоду со скидкой 5%. Ссылочку я оставлю в описании под роликом. Сумочка вяжется очень быстро, нам не нужна никакая фурнитура, ни замочки, ни колечки, ни кнопочки. Посмотрите урок и поймете, насколько она легко вяжется. И нам понадобится вот таких 2 моточка, даже еще и останется, не 2 целых уйдет. Если в мотке 200 метров, ну около 400 метров вам понадобится джута. Итак, начинаем наш урок. Вот я уже связала круг, я вязала его столбиками без накида по спирали. Вот здесь у меня урок, как вязать такой круг, там расписан каждый ряд. Поэтому, кто не умеет, пожалуйста, посмотрите, чтобы мне зря время не тратить. И вяжите по этому уроку, вяжите тот размер, который вам нужен. Так, здесь у меня получился около... Вот 20 сантиметров, 20,5. И дальше я продолжаю вязать по спирали, но уже немножко по-другому. Вязать я буду крючком 4 миллиметра. Сейчас я сразу отмечу маркером, откуда я начинала, чтобы мы потом знали, где заканчивать. Так. И сейчас я буду вязать узором крестики, и крючок буду вводить только вот под первую перемычку. Не за 2, а за 1. Вот таким способом. Все, и вяжу дальше за 1. Никаких прибавок я уже не делаю. Так. Обратите внимание, как я захватываю не вот так джут, а крючок сверху. Все, и продолжаю так вязать по спирали без переходов. Сейчас я дойду, видите, отличается вязка, как здесь и как здесь. Ну, дальше это будет более заметно. Сейчас я дойду до маркера и дальше покажу, как перейду, и буду уже вязать по спирали. Вот я заканчиваю ряд. Я дошла до маркера. И так продолжаю вязать дальше, не делая никаких прибавок. И продолжаю вязать ту высоту, которая мне нужна. Так, вот я уже связала. Сейчас вам покажу. Вот где был маркер. От маркера у меня получился 31 ряд. Я все время вязала по спирали, и вот в некоторых местах я делала удвоение. Вот этот у меня ряд 8, и я делала 4 удвоения. Вот я коричневым шнуром отметила. Вот 1, 2, 3, 4. Просто на одинаковых расстояниях. Следующий ряд, вот у меня вот этот был, это 18 ряд, тоже 4 раза по 2 удвоения. И вот это 23, тоже 4 раза. Потом я разутюжила немножко сумочку с внутренней стороны и здесь сверху. Вот сейчас вам покажу уже, какая форма.
Вот. И сейчас я уже буду делать ручку. Если вы хотите ее выше, то тогда еще вяжите. Можете еще несколько прибавок сделать, если вы хотите, чтобы она более широкая была. Я, наверное, на этом остановлюсь и уже покажу, как вязать ручки. Так, нам понадобится 4 маркера. Кстати, вот у меня пошел уже второй моточек. Где-то вот столько я уже вязала вторым моточком. Эти все шнурочки можно снять. Это я специально их привязала, отметила для вас, чтобы было более понятно. Так, сейчас я их сниму и маркерами наметим, где будут ручки. И, кстати, вы заметили, какие крестики, благодаря такому способу, которому мы вяжем за одну перемычку, крестики идут один над другим. Так что будете знать, как вязать ровные крестики. Так, я отметила, где будут ручки. Здесь у меня получилось 20 петель. И, соответственно, столько же отметила и на другой стороне. И продолжаю вязать до первого маркера. Вяжу крестики. Еще раз покажу, как они ровненько идут. Крестик над крестиком, ровные рядочки. И продолжаю дальше. Так, я дошла до маркера, снимаю. И вяжу первую ручку. Сейчас мне нужно набрать, так как здесь у нас 20 петель, я буду набирать 20 воздушных петель. Раз, два, три, 4. И так набираю 20. Так, провязала 20 воздушных петель, снимаю маркер. И вот за эту петлю мы должны соединить точно так же, как я вязала крестики. Только обратите внимание, чтобы вот у вас она была не перекрученная, ровненько шла. Так, соединяем. Вот у нас получилась первая ручка. И вяжу дальше до следующего маркера. Вы можете сами решать ширину ручки, можете уже делать меньше или шире, это уже как вам больше понравится. Вот я дошла до следующего маркера, и сейчас нам нужно связать длинную ручку. Поэтому вы набираете столько петель, сколько вам нужна высота. Я сейчас тоже буду набирать, посмотрю, сколько мне примерно будет нужна ручка, и скажу, сколько у меня получилось петелек. Вот я связала такую длинную ручку. У меня получилось 90 петелек. Вот. Думаю, наверное, будет мне достаточно. И сейчас тоже смотрим, чтобы ровно шла косичка, не перекручивалась. Обязательно учтите этот момент, потому что мы ее будем затем обвязывать, и чтобы она была ровная. Так. Снимаем маркер. Соединяем. Так, я еще раз проверю, чтобы она была не перекрученная. Все хорошо, ровно. И вяжу дальше. Дальше до следующей ручки.
Вот я подхожу к ручке. И плавно перехожу обвязывать ручку. Тоже я за одну перемычку, ну тут естественно, что за одну перемычку, крючок сверху и обвязываю. Так я обвязываю ручку, нашу сумочку, вот эту всю длинненькую ручку. И так все время вяжем по спирали. Зависит от того, какую вы хотите толщину. Я сейчас вот буду вязать и уже покажу, сколько у меня получилось рядов, какая у меня будет толщина ручки. И дальше продолжаем самостоятельно. Ну вот я довязала сумочку. Покажу, какие получились ручки. Сейчас скажу, сколько рядочков. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, 8 рядов ушло у меня на ручки. И вот сколько у меня осталось шнура, то есть на сумочку ушло меньше, чем 400 метров. Вот я дошла до маркера, да, где мы начинали. Осталось закончить. Вытягиваю шпагат, беру крючок потоньше, вот я троечку взяла. Вывожу за заднюю стеночку и потом цепляю за эту же петлю. Вот, несмотря на то, что мы вязали по спирали, край у нас получился ровный. Сейчас я джут спрячу вдоль ряда. Ручки я уже отпарила, отутюжила, поэтому они вот уже такие ровненькие получились. И сейчас скажу, сколько у меня получилось сантиметров сумка. Так, от самого дна сейчас измерим. Вот 35 сантиметров. И ручка. Так, если сумочку измерить от начала и до конца ручки, 59-60, вот 60 сантиметров. Сейчас я спрячу джут хвостик и уже вам покажу конечный вариант. Все, я спрятала шнур, обрезала, ой, шнур, джут. Маркер тоже сняла, ничего лишнего нет. Вот и все. Наша сумочка без фурнитуры, без замков готова. Очень быстрый вариант. Надеюсь, вам урок понравился. Так что, кто не подписался, подписывайтесь, пожалуйста, на мой канал и нажимайте на колокольчик, чтобы вам приходили уведомления о моих новых уроках. Всем большое спасибо за внимание. До свидания.